Экономика Армении пошла на взлет. Однако экономическое чудо Армении – это достижение гибридной войны между Россией и Западом. Как и на многие другие постсоветские страны, на Армению обрушился золотой дождь параллельного импорта. Армения превратилась в одного из основных выгодополучателей от международного конфликта. И этот факт поставил крест на политике Никола Пашиняна, который активно направлял республику в сторону ЕС. В нынешних условиях Пашинян не может разорвать отношения с СНГ и подталкивать Армению к Западу так же последовательно и радикально, как, например, Майя Санду из Молдовы. Это затронет слишком широкие группы интересов и приведет к потере такого количества денег, что это поставит точку не только на устремлениях Пашиняна, но и на нем самом. Несмотря на потерю Нагорного Карабаха и снижение популярности армянского президента, у него все еще есть группа поддержки, и заменить его пока неким. Фактически, армянское общественное мнение осуждает всех, кроме армян, за потерю Карабаха. Пророссийские группы – Запад, а прозападные – Россию и ОДКБ. В Армении на протяжении десятилетий наблюдали, как Азербайджан готовит жесткий ответ. Баку всегда мыслил и действовал стратегически. Однако власти Армении в это же время занимались кумовством и коррупцией. Таким образом, армянская оппозиция едва ли не больше виновата в поражении, чем Пашинян. Армения – это перекресток на пути с севера на юг и с юга на север. Строгая приверженность геополитическим альянсам нереалистична для страны, где на 3 миллиона армянских армян приходится 10 миллионов армян за рубежом. А крупнейшими диаспорами являются Россия, Соединенные Штаты и Франция. Все страны, все мнения, все интересы сегодня активно представлены в республике, а внешнеполитический крен в сторону Москвы с 1991 года был вызван главным образом угрозой со стороны Турции и Азербайджана. Отсюда можно сделать вывод, что Армения никогда не станет безоговорочной опорой для ОДКБ, и не нужно на это рассчитывать. В то же время Ереван также никогда не окажется и в числе стран НАТО. При выстраивании внешнеполитических связей страх древнего маленького народа, который неоднократно пытались уничтожить, очень силен. И это порождает желание Армении искать покровительство более сильных держав. Поэтому многие обвиняют ОДКБ в том, что она не защитила Арцах. И многие надеются на поддержку со стороны стран НАТО, забывая, что вторая по численности и мощи армия НАТО – это Турция. Принимая во внимание этот нелицеприятный для Еревана факт, прозападное правительство уже отступило от оголтелых обвинений в адрес Москвы и теперь заявляет, что Армения не выйдет из ОДКБ. В то же время со стороны Москвы наивно полагать, что Армения будет таким же надежным и последовательным союзником Российской Федерации, как Беларусь. Это объективно невозможно для той же западной диаспоры, лобби и групп влияния. Однако именно Армении нужен военный союз с Россией. Для Кремля экономические и гуманитарные аспекты двухсторонних отношений являются приоритетными. И здесь все в порядке. Экономические выгоды армяно-российских отношений обоюдны. В краткосрочной перспективе Армения является каналом параллельного импорта с Запада до России, а в долгосрочной – каналом российского экспорта на восток. Это абсолютно соответствует руководящим принципам Армении и сформировало стратегический интерес Еревана к коридору север-юг. Вот почему Соединенные Штаты обязательно попытаются так или иначе ударить по Армении. Для Белого дома выстраивание логистической цепочки между Россией, Индией и Ираном абсолютно неприемлемо. Принимая во внимание актуальные геополитические реалии в регионе, нынешнее прозападное руководство в Ереване выглядит неуместно. Эти выпускники фонда Сороса, которым промыли мозги на курсах молодых лидеров, не соответствуют интересам своей страны. Вне всяких сомнений, прозападная партия останется и будет широко представлена в рядах власти после Пашиняна. Однако лишь в виде части коалиции.